Городские скульптуры. Этот выпуск не про топ-скульптур, обязательных к посещению. Скорее, это видео о тех объектах, которые не очевидны. Они находятся не всегда на виду, или у них есть история. История, о которой многие не знают. Безусловно, это далеко не все скульптуры города, а малая их часть. Те, которые нравятся мне и о которых есть что-то необычное, что могу я вам рассказать, какая-то необычная деталь. Как, например, у скульптуры на площади Тезенгауза. Рассматривали ли вы внимательно план у них в руках? Нет? А напрасно. Но обо всем по порядку. На пересечении улиц Павловского и Кирова во дворике детской музыкальной школы номер 1 установлен памятник юному флейтисту. Именно такое название можно услышать чаще всего, хотя это не совсем верно. Скульптура мальчика – это образ юного Симона-музыканта, героя поэмы Якуба Колоса. По сюжету, до того, как взять скрипку, он виртуозно научился играть на дудочке, которую ему подарил пожилой пастух. Таким образом, мальчик с дудочкой символизирует юного музыканта, его первые шаги к творчеству. Так что скорее это мальчик с дудочкой, а не флейтист. Автор работы Геннадий Буралкин. Скульптура мальчика во дворе музыкальной школы была установлена в 1988 году. В те годы произведения искусства оценивали строгие взыскательные художественные советы, которые при малейшем намеке на пошлость не пропустили бы скульптуру. И изваяние Симона прошло согласование. Это я рассказываю потому, что многие гродницы, наверное, помнят, что в 2020 году разгорелся скандал. Неравнодушные граждане написали письмо в Управление культуры с требованием перенести голову мальчика. Но право слово, как хорошо, что он остался на месте, ведь идеально вписывается же в этот дворик. А в скверике на пересечении улиц Карла Маркса и Социалистической уютно расположилась черепаха. Эта жанровая скульптура даже пользуется определенной популярностью, во всяком случае с ней довольно много фото в интернете. Сколько раз проходим мимо и не замечаем. К сожалению, не удалось найти информацию, кто автор и когда установлено, но довольно милая. И если свернуть с привычного маршрута и пройтись чуть в сторонке от оживленной дороги, вы непременно ее найдете. Если кто-то знает, кто автор этой работы и когда она тут появилась, напишите, всем будет интересно. Издалека ее можно принять за камень, и если не знаешь, где она расположена, то можно просто пройти мимо. А черепаха довольно милая. В июле 2009 года на улице Ожешка в Гродно около ЖД вокзала недалеко появилась скульптура лягушки-путешественницы с узелком и компасом. В металле ее воплотил скульптор Владимир Пантелеев. Он вспоминал, что изначально речь шла о том, что он должен был создать в бронзе образ путешественника. И сперва это был купец XVI века, ведь именно они тогда были главными туристами, скажем так, и идея постепенно трансформировалась до лягушки-путешественницы, для которой нет границ и барьеров. Практически сразу сложилось поверье, что для удачного путешествия нужно потереть лягушке лапку. И изначально сундучка вот этого у лягушки не было. В 2016 году кто-то отломал у лягушки палку с узелком, и ее решили реставрировать. Когда 40-килограммовую бронзовую скульптуру сняли с постамента, из-под нее посыпались монетки и купюры. Это туристы клали под нее денежку на счастье и удачное путешествие. Так что скульптор не только восстановил узелок и приделал его покрепче, но и добавил лягушке новый элемент – сундучок-копилку, чтобы туристы клали монеты именно туда. Памятник Чапаеву. Изначально этот памятник много лет стоял на пересечении улицы Василька и Карбышева, а в 2019-м был демонтирован, и его собирались отреставрировать к 75-летию Гродненской области. И в 2022 году он после долгих приключений, опустим подробности, расположился в сквере на улице Щорса, напротив царских казарм, ныне снесенных. Интересная история в том, что как в Гродно попал этот бюст. Он попал сюда случайно. Его передали в 1960-е годы, что называется, в нагрузку, вместе со строительными материалами из Львовского комбината. Он много лет пролежал на складе и был установлен впервые в 1981 году. Эту историю рассказал в одной из своих публикаций Виктор Саяпин. И сегодня к установке памятника подошли очень творчески. Для памятника Чапаеву в сквере создали что-то вроде небольшого мемориала, посвященного теме Первой мировой и гражданской войн. Так рядом с лавочками стоят мусорные урны в виде артиллерийского орудия и снаряда к нему. А в сами лавочки вмонтированы копии револьвера Нагана, а также буденовка и патроны. А рядом с бюстом из 3 винтовок Мосина сделали информационную табличку.
У проезжей части, недалеко от университета имени Янки Купалы, установлена бронзовая скульптура архитектору Джузеппе де Сакко. Именно ему мы во многом обязаны обликом многих сохранившихся ныне зданий проекта «Градница», который он воплотил вместе с Антонием Тезенгаузом в XVIII столетии Гродно. А позади зодчего, прямо за мостиком на вершине склона, его личная резиденция, которую он построил в конце 80-х годов XVIII века. И сегодня это известно как дом масонов. Очертания дома виднеются за деревьями. А на коленях лежат архитектурные чертежи городницы. Сам памятник был открыт в сентябре 2008 года, и изначально скульптура находилась в Швейцарской долине, вот прямо за мостиком у дома. Позже ее решили переставить поближе к дороге, и сейчас де Сакко смотрит на парк Желибера, как раз на то место, где был дворец самого Тезенгауза, который являлся вершиной творчества архитектора. А автор скульптуры – Александр Антипин. Есть в Швейцарской долине еще одна необычная скульптура – это фигура девушки. А необычна она тем, что ее образ как бы потянул за собой установку здесь других необычных арт-объектов, которые сразу бы вроде бы и не бросаются в глаза, но когда остановишься и начинаешь рассматривать, то удивляешься, как много здесь всего необычного и как гармонично все получилось. Здесь есть и зонтик, куда влюбленные вешают замочки, и скамейка примирения, сев на которую вдвоем непременно окажешься рядышком друг с другом. А сама скульптура в народе прозвана русалкой, в волосах запутались рыбки. Вот только хвоста у нее нет. И на самом деле девушка символизирует небольшую речку Городничанку, протекающую через парк Желибера и впадающую в Неман. Автор композиции – скульптор Владимир Пантелеев. Установлена она в 2008 году, и на обратной стороне скульптуры есть автограф автора. И рядом здесь есть еще один необычный арт-объект, сфотографироваться у которого тоже выстраивается очередь. Это скамейка влюбленных, установлена здесь в 2016. Главной основной особенностью достопримечательности является примкнувшие друг к другу фонарь и лампа, символизирующие влюбленных. Внешне они напоминают два небольших изогнутых деревца с распустившимися листочками, и на голову фонаря надет строгий цилиндр, а лампу украшает нежный венок. И это еще не все. Знаю, что здесь планируется установка огромных песочных часов для определения самого долгого поцелуя, и неподалеку могут появиться весы, определяющие главенство в семье по весу супругов. Хотелось бы пошутить на эту тему, но, пожалуй, не стоит. А рядом с кукольным театром, чуть в глубине парка Желибера, размещается каменная скульптура «Петрушка». Ее не сразу и заметишь. Грустный клоун. Так прозвали каменное изваяние Гродницы. Он имеет высоту более 2 метров и весит при этом 3 тонны. Автор скульптуры Владимир Ламейко. Он создал свое произведение в 2013 году в ходе пленэра скульптора в Беларуси. Почему прозвали грустным, честно говоря, не знаю, но когда стоишь и выглядываешься в лицо, то он хоть улыбается, а глаза действительно грустные. Так что, думаю, так прозвали сами детишки, и они такие материи сразу чувствуют. И хоть клоун стоит в центре парка, на него почему-то мало обращают внимания. Многие из моих знакомых даже не знали, где у нас в Гродно есть скульптура грустного клоуна. А вы знали? Напишите. И, кстати, сбоку есть знак. Своеобразная, я думаю, что это своеобразная подпись мастера. Английская «В» Владимир и «Л» русская Ламейко. Скульптура, установленная на площади Тезенгауза, называется «Скамья архитекторов». Композиция отображает сцену, где двое мужчин, одетых по французской моде середины XVIII века, бурно обсуждают проект градостроительного комплекса «Городницы». Автор скульптуры – известный белорусский мастер Вадим Мацкевич. И необычную скульптуру установили на площади Тезенгауза за бывшим зданием архива в 2021 году. И всегда на их скульптурах ищите подпись мастера, почти всегда они есть. И необычным является план в руках одной из фигур. Это план города Гродно, сделанный в 1780 году и переписанный в 1783. Он был найден в Центральном военном историческом архиве в Москве. И на польском языке там были перечислены почти все постройки городницы с указанием их назначения. И если внимательно рассмотреть план, то можно увидеть и 2 кривые официны, видите? И дворец самого Тезенгауза, увы, разрушенный после Первой мировой войны. И из 2 кривых официн построена была только одна. Вот это вот изогнутое здание, желтое, с зеленой крышей, по адресу площадь Тезенгауза 4. Но планировалось, как видим на плане, 2
Они вместе с комплексом дворца должны были образовывать как бы закрытую площадь со своей неповторимой акустикой, где должны были проходить на открытом воздухе концерты и спектакли. Ведь Кривая Официна, она же театральная, это старейшее здание среди музыкальных и театральных школ Речи Посполитой. И из 85 построек проекта «Городница» до наших дней сохранилось не более 20. Амур со стрелой, он же Купидон. Летом 2008 года, накануне очередного фестиваля национальных культур, у здания ЗАГСа был установлен памятник Купидону. Но где ж ему быть, как не у ЗАГСа, правильно? И малыш весом почти 200 килограмм, взмахнув крыльями, уже выпустил свою стрелу любви. И теперь всматривается в прохожих, подыскивая очередную жертву. Так что внимательно смотрите, куда он целится, когда проходите мимо. Может, вам оно уже и не надо. Или нет, скажем так, а оно вам надо? И автор работы, гродненский скульптор Владимир Пантелеев. Вот его автограф. И хотя работа вроде бы и на виду, но из-за того, что расположена высоко, как-то я смотрю, многие проходят мимо и не замечают. Просто не поднимают голову. И еще удивительно, что вот такой маленький, 200 килограмм. И стрелы уже нет. В кого-то попало. В Гродно есть еще одно знаковое место, где можно рассказать туристам красивую легенду о геральдическом символе города – скульптура Святого Губерта. Она установлена на пересечении улиц Октябрьской и Пешеходной Советской. Давно известно, что покровителем Гродно является Губерт Льежский, канонизированный по смерти покровитель охотников и лесников. Именно олень святого Губерта изображен на гербе нашего города. Святой Губерт жил в Средневековье и состоял при дворе франкского короля. Считался страстным охотником и ловцом животных. Но после спасения в страшную бурю он отошел от двора, раздал свое имущество бедным и стал настоящим молитвословом. Первое изображение гродненского герба датируется 1565 годом, а скульптура установлена в 2020 году, и автор работы Владимир Пантелеев. И здесь же совсем рядом, на Советской, если пройти во двор между магазином «Ратушный» и крамой «Лёля», есть еще одно знаковое место с необычными работами. Это не то чтобы скульптуры, скорее интересный арт-объект. Вот заходите в этот дворик глухой, поэтому туристы здесь нечастые гости, скорее, если забредут по ошибке, а напрасно. Дворик очень колоритный, и здесь вы можете увидеть необычную кованую статую, то ли дракона, то ли какого-то мифического животного и огромного жука на стене. Кто автор работы, точно не скажу, информацию не нашла. Помню, что когда-то читала, что здесь была мастерская художника, подниматься вот по ступенькам наверх, и он сделал здесь свои эти арт-объекты, поставил, а потом вроде бы она закрылась. Точно эта информация или нет, не скажу, потому что не нашла сейчас информации, не помню. Но вот такое место есть, то есть можете зайти, посмотреть, и достаточно интересно. Переместимся на улицу Большая Троицкая. Здесь, у стены теперь уже бывшего здания банка Белвеб, в 2014 году состоялось открытие скульптурной композиции под официальным названием «Диалог». Это абстрактные торсы людей, обменивающихся рукопожатиями. По словам представителей банка, именно так они видят диалог, общение, коммуникацию между банком и клиентами. Автор композиции – минский скульптор Константин Селиханов. И банкиры на открытии скульптуры сделали заявление, что они планируют сделать диалог своим символом и установить аналогичные композиции около всех своих крупнейших офисов. Всего их, по-моему, было установлено 6, и точно такие же уже расположены в Минске, Бресте, Борисове, Витебске и Гомеле. Но нет ничего постоянного в нашем меняющемся мире. Нет здесь банка. Надолго или нет, сегодня здесь в здании расположен медицинский центр, но скульптура осталась. Не всем гродницам скульптура пришлась по душе, как только ее не называли. И армрестлеры, и железные дровосеки. А мне лично нравится. Современно, со смыслом и оригинально. Чтобы увидеть следующие необычные скульптурные объекты, надо пройти в Калужский парк. Именно там, на аллее Дружбы, расположен парк каменных скульптур. Идея создания каменного парка принадлежит гродненскому скульптору Владимиру Пантелееву.
Это первый музей такого типа в Беларуси. Что-то похожее есть в городе Клайпеда. Именно оттуда позаимствована идея. И первая скульптура называлась «Песнь о Каложе» и появилась летом 2013 года. А уже в июне 2014 парк дополнили еще 8 объектов различных авторов. Это, допустим, скульптура называется «Диалог веков», где через камни по символической трубе идет информация. Ну, интересно, необычно, и есть что обсудить. Здесь есть и слегка помятый тевтонский шлем в человеческий рост минского скульптора Игоря Засимовича. Вот этот, кстати, мой любимый здесь арт-объект. Ходить и рассматривать все можно бесконечно долго, очень интересно. Но формат этого видео не подразумевает большой и длинный рассказ. А вы здесь бывали? Напишите, что нравится больше всего в комментариях под видео. Уверена, что меня смотрят искусствоведы и экскурсоводы. Дополните информацию, всем будет интересно почитать. Очень жаль, что нет табличек здесь, даже хотя бы с QR-кодами. И всю информацию о скульптурах я нашла в аудиогиде уже в интернете, когда искала информацию к этому видео. А жаль, было бы интересно, если бы около каждой композиции стояла табличка, и можно было узнать, что это и что хотел сказать автор. Потому что вот про диалог веков я бы сама не догадалась, если честно. И если уж мы оказались в Калужском парке, то хочу показать вам еще один интересный памятник. Это памятный знак «Погоня на Грюнвальд». По легендам и историческим источникам, это и есть место начала похода на Грюнвальд войск Великого княжества Литовского под руководством Витовта. Если заглянуть в историю, то крестоносцы под предлогом распространения христианства в течение нескольких веков завоевывали новые земли. И Грюнвальдская битва, которая состоялась 15 июля 1410 года, изменила положение сил в Европе и положила конец могуществу Тевтонского ордена. В мае 1410 года постепенно в Гродно стали стягиваться хоругви и обозы с провиантом и оружием со всей территории Великого княжества Литовского. Место дислокации было здесь, под старым замком и около Борисоглебской церкви. И перед тем, как Витовт повел свои войска на Грюнвальд, в Калужской церкви служили молебен, благословив воинов на победу, а у ее стен стародавний камень в память о начале похода. Называется «Погоня на Грюнвальд». Вот такой он Гродно, где сочетается современность и древность, город музеев, замков и королей. Если было интересно, не забудьте лайкнуть, это помогает продвижению канала. Пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете, какие интересные памятники и скульптуры города нравятся лично вам. А я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.